Обычная квартира в японском городе Китакюсю выглядела совершенно непримечательно. Соседи считали жильцов тихими и вежливыми людьми. Никто не слышал громких криков за тонкими стенами этого здания. Но за закрытыми дверями годами творился настоящий кошмар. Там люди постепенно превращались в тени самих себя. Согласно материалам дела, пленники находились под тотальным контролем Мацунаги Футоси. Он принуждал их к подчинению, превращая в безвольных исполнителей его воли. Все началось в тихом японском городке много лет назад. Будущий хозяин квартиры ужасов родился 28 апреля 1961 года. Детство ребенка прошло в полном достатке. Его семья владела прибыльным бизнесом. Они продавали традиционные японские матрасы и постельные принадлежности – футоны. Мацунага Футоси рос очень сообразительным и активным мальчиком. В школе он отличался вежливостью. Учителя постоянно хвалили его за успехи в учебе. Сверстники видели в нем прирожденного лидера. Парень обладал редким даром убеждения. Он умел расположить к себе любого собеседника. Мацунага Футоси быстро осознал силу своего влияния. Он мог легко управлять чужой волей. В 1986 году манипулятор нашел применение этому таланту. На тот момент ему было 24 года. Молодой человек начал выстраивать целую сеть мошеннических схем. Официально он занимался продажей кухонного оборудования и товаров для дома. Но по факту эта деятельность была лишь прикрытием для масштабного обмана. Мацунага Футоси мастерски обманывал клиентов и своих партнеров. Он подделывал любые банковские и личные документы. Мужчина навязывал пожилым людям дорогие товары в рассрочку. В этот же период он начал проявлять агрессию к женщинам. Мацунага Футоси заводил бурные романы с сотрудницами. Он быстро превращал жизнь своих избранниц в кошмар. Маньяк использовал физическое давление и финансовый шантаж. В конце 80-х годов новой жертвой стала Агата Дзюнко. Именно тогда она встретила человека, который полностью разрушит ее жизнь. В то время девушка работала воспитательницей. Она отличалась тихим и скромным нравом. Ее семья считалась уважаемой и консервативной. Мацунага Футоси сразу начал свою психологическую атаку. Как позже установили детективы, сначала он окружил девушку невероятным вниманием. Мужчина казался ей идеальным спутником жизни. Но вскоре поведение Мацунаги Футоси резко изменилось. Манипулятор начал обвинять девушку в странных проступках. Он часто применял к Агате Дзюнко грубую силу. Мужчина заставил ее поверить в собственную никчемность. Девушка попала в глубокую психологическую зависимость. По свидетельствам очевидцев, Мацунага Футоси начал шантажировать всю ее семью. Он пришел к ее родителям с требованием денег. Мужчина утверждал, что Агата Дзюнко совершила постыдные и грязные поступки. Репутация для этой семьи была важнее жизни. Страх перед осуждением соседей вызывал у них панику. Мацунага Футоси умело это использовал. Он требовал все больше денег. Накопления семьи Агата таяли на глазах. Это стало началом конца. В середине 90-х годов эта история переместилась в новые стены. Мацунага Футоси вместе с Агатой Дзюнко переехал в Китакюсю. Они поселились в квартире и начали вести скрытный образ жизни. Именно тогда сформировались его жуткие правила. Как следствие установило позже, Мацунага Футоси запретил Агате Дзюнко любые контакты с родными. Он ограничивал ее свободу передвижения. Вскоре в поле зрения манипулятора попала первая цель.
Это был мужчина по имени Кумио Тарая. Ему было около 35 лет. Мацунага Футоси заманил его в ловушку вместе с дочерью-подростком. Мужчина отдал преступнику все свои сбережения. Кумио Тарая прожил в их квартире до февраля 1996 года. Согласно показаниям, Мацунага Футоси начал применять к нему жесткое физическое давление. Он использовал самодельное устройство с электрическими импульсами. Преступник утверждал, что это единственный способ очистить разум жертвы. Он использовал зажимы для автомобильного аккумулятора. Это устройство стало главным инструментом его кошмара. В феврале 1996 года Кумио Тарая ушел из жизни. Его организм не выдержал. Мацунага Футоси приказал Агате Дзюнко помочь ему убрать все улики. Они пытались полностью скрыть следы и уничтожить останки. Это стало его фирменным почерком на многие годы. Затем пришла очередь почти всей семьи Огата. С конца 1997 года по середину 1998 года Мацунага Футоси уничтожал их одного за другим. Манипулятор заманил в квартиру отца Агаты Дзюнко. По версии обвинения, хозяин дома начал использовать против него физическую силу. Злоумышленник подвергал жертву крайним формам унижения. Он запретил мужчине пользоваться элементарными удобствами. Со слов выживших, жертва выполняла самые унизительные требования маньяка. Вскоре в ловушке оказались почти все родственники, мать и сестра Агаты Дзюнко со своим мужем. Внутри заперли и двоих маленьких детей. Мацунага Футоси создал внутри квартиры иерархию. Как описывали позже на допросах, он разделил близких людей на ранги. Каждому члену семьи якобы присваивался балл за поведение. По словам выживших, за любую мелкую провинность следовал резкий удар током. Преступник запретил им нормально есть и спать. Люди находились в состоянии вечного ужаса. Они были полностью сломлены психологически. Пленники потеряли способность мыслить самостоятельно. Мацунага Футоси заставлял их постоянно доносить друг на друга. Он специально стравливал родственников между собой. Манипулятор заставлял родных людей применять силу друг к другу. Отец Агаты Дзюнко ушел из жизни в конце 1997 года. Мацунага Футоси не наносил последний удар лично. Как установило следствие, он отдавал четкие и громкие приказы. Мужчина заставил других членов семьи совершить непоправимое. Родственники выполняли волю маньяка под угрозой собственной смерти. Они стали безвольными куклами. После трагедии тело было ликвидировано. Мацунага Футоси требовал идеальной чистоты в каждом углу квартиры. Улики уничтожались с помощью бытовых инструментов и термической обработки. Маньяк старался полностью скрыть все следы. Останки позже выбрасывались в море или канализацию. Мацунага Футоси следил за процессом с пугающим спокойствием. Он не чувствовал ни капли жалости к погибшему человеку. Для него это была лишь техническая задача. Маньяк вел учет каждой потраченной минуты на этот процесс. Он требовал от Агаты Дзюнко фиксировать все этапы сокрытия следов. Примерно в этот же период из жизни ушла мать Агаты Дзюнко. Она не выдержала постоянного давления в начале 1998 года. Мацунага Футоси снова использовал свою отработанную схему действий. Согласно материалам дела, он заставил родственников помогать в процессе ликвидации улик. Атмосфера в квартире была пропитана липким страхом. Пленники верили в сверхъестественную силу Мацунаги Футоси.
Они боялись его прямого взгляда. Манипулятор постоянно напоминал им о выдуманных долгах. Он утверждал, что они обязаны ему своим существованием. Вскоре мужчина выбрал новую цель. Наступил черед сестры Агаты Дзюнко по имени Рьоко. Хозяин дома заставил Кадзу и Дзюнко исполнить свою волю. Эта трагедия стала пиком психологического давления. После гибели жены Кадзу окончательно сломался. Мужчина находился в состоянии глубокого отчаяния. В апреле 1998 года он ушел из жизни в этой квартире. Причиной стало крайнее истощение и отсутствие лечения. По показаниям свидетелей, Мацунага Футоси запрещал ему принимать пищу и нужные лекарства. Мужчина медленно угасал на глазах у своих детей. Манипулятор лишь спокойно наблюдал за его состоянием. После смерти жертвы он приказал ликвидировать все биологические следы. Семья превратилась в группу соучастников. Страх перед тюрьмой удерживал их рядом с монстром. В пустой квартире остались двое маленьких детей. Девочке Айе было примерно 10 лет. Ее младшему брату Юки исполнилось всего 5 лет. Мацунага Футоси не проявлял никакой человеческой жалости. Он считал маленьких детей лишь обузой. Как позже выяснило следствие, маньяк видел в них опасных свидетелей. В течение 1998 года он совершил непоправимое в отношении младших членов семьи. Мацунага Футоси заставил жертв участвовать в этих преступлениях. Дети ушли один за другим в течение короткого времени. Улики были уничтожены старым методом ликвидации. Мацунага Футоси упивался абсолютной покорностью своих жертв. Манипулятор вел роскошный образ жизни на чужие деньги. Он принуждал пленников оформлять на себя крупные кредиты. Злоумышленник фиксировал каждую потраченную иену в тетрадях. Преступник считал, что его никогда не поймают. Мужчина верил в свою неуязвимость перед законом. Полиция Китакюсю годами не подозревала о происходящем. Маньяк намеренно не пачкал руки кровью. Он всегда оставался невидимым кукловодом в тени. Но 6 марта 2002 года Мацунага Футоси на мгновение потерял бдительность. Маньяк оставил пленницу без присмотра. Это была дочь первой жертвы Кумио Тарая. Девушка провела в кошмаре около 6 лет. Она поняла, что это ее единственный шанс. Жертва незаметно выскользнула за входную дверь. Она бросилась прочь. Девушка бежала босиком по холодному асфальту. В ближайшем таксофоне она дрожащими пальцами набрала номер полиции. Детективы приехали на место происшествия немедленно. Помещение поразило полицию своей странной чистотой. Лишь голые стены и идеальный порядок в углах. При тщательном обыске криминалисты нашли скрытые следы крови. В комнатах практически не было никакой мебели. Лишь несколько старых матрасов лежали на холодном полу. Мацунага Футоси и Агата Дзюнко были задержаны на следующий день. Сначала пара вела себя спокойно. Маньяк улыбался и шутил с детективами. Он был уверен в невозможности доказать его вину. Ведь на его руках не было крови жертв. Преступник считал, что отсутствие тел гарантирует ему полную свободу. Следствие длилось долго. Это было одно из самых сложных дел в Японии. Преступник заставлял жертв уничтожать улики до полной стерильности. Детективы по крупицам собирали доказательства. Во время допроса выжившая жертва рассказала о системе баллов и ежедневном физическом давлении. Она описала быт внутри квартиры ужасов. Вскоре психологическая защита Агаты Дзюнко полностью рухнула.
она начала давать подробные признательные показания. В пересказах женщина стала известна как соучастница и одновременно главная жертва. Агата Дзюнко осознала весь масштаб трагедии. Жертва детально описала каждое совершенное действие в квартире ужасов. Она показала места сброса останков на побережье. Признания шокировали всю Японию. Мацунага Футоси хранил молчание. Иногда он откровенно издевался над следователями. Маньяк называл себя невинной жертвой обстоятельств. Преступник утверждал, что Агата Дзюнко сама организовала все расправы. По версии защиты, он пытался переложить всю свою вину. Манипулятор заявлял о своем плохом здоровье, но собранные ДНК и показания говорили совсем о другом. Судебный процесс начался в 2003 году и длился до 2005 года. В сентябре 2005 года районный суд приговорил Мацунагу Футоси и Агату Дзюнко к смертной казни. В 2007 году апелляционный суд подтвердил смертный приговор Мацунаги Футоси, но заменил смертный приговор Агате Дзюнко на пожизненное заключение. Суд учел, что она сама долгие годы была жертвой и находилась под сильным давлением. Агата Дзюнко до сих пор находится за решеткой. Она продолжает раскаиваться в содеянном. Мацунага Футоси продолжает ожидать исполнения приговора. Он ни разу не выразил сожаления. А как вы считаете, что в этой истории страшнее всего? Жестокость Мацунаги или его способность полностью разрушить человеческую психику?